Здравствуйте, мои дорогие, любимые подписчики, гости канала. Меня зовут Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих», где вы можете получить ответы на любые вопросы. Сейчас огромное количество видео с советами, с ответами на вопросы, с прогнозами. И в каждом из этих видео вы можете найти ответ на свой вопрос. Просто задавайте вопрос, вы можете найти видео по теме. Ну, а иногда можно просто вслепую. Вот то видео, что вы откроете, там вы и найдете ответ на свой вопрос. Есть, конечно, инструменты для изменения жизни, для улучшения жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы для исполнения любых желаний и достижения целей. Главное — это ваше стремление, ваша вера и ваш посыл. Помните, что вы излучаете, то вы и получаете. Если вы посылаете в этот мир, в эту вселенную добро, радость и любовь, то вы это и получаете в разных ее проявлениях, в любых сферах жизни, включая здоровье. Когда вы любите, вы менее притягиваете к себе болезнь, вот, потому что у вас вырабатывается, у вас такая энергетика, что она не притягивает к себе болезни, потому что болезни — это низкочастотные энергии, а когда вы излучаете любовь, вы излучаете высокочастотные энергии. То же самое. Благодарность — это тоже высокочастотная энергия. Вот это два кита, на которых стоит именно наше состояние. Любовь и благодарность. Благодарите за все, что у вас есть, и, соответственно, вы будете притягивать еще больше вещей и людей, и событий, за которые вы будете благодарить. Помните об этом. Ну а сегодня хочу для вас посмотреть, откуда может прийти помощь. У каждого из вас своя ситуация, поэтому я сегодня сделаю 3 позиции. Так будет, по-моему, легче, так будет, по-моему, точнее. Поэтому сосредоточьтесь на ситуациях, на вопросах, на проблемах, как вы их еще называете. И также сделайте себе комплимент, похвалите себя. Ну и обязательно, конечно же, улыбнитесь. Мне кажется, что те, кто смотрит меня каждый день, уже приучили себя к улыбкам. Так что я выкладываю 3 карты. И каждая из карт — это одна позиция. Вы выбираете 1, 2, а можете и все 3. Откуда может прийти помощь? Я смотрю первую позицию, откуда же может прийти помощь. Вы знаете, вы сами себе можете помочь по этой карте. Эта карта говорит о том, что если вы перестанете просто, вы знаете, когда ты просто мечтаешь и ничего не делаешь для того, чтобы твоя мечта воплотилась в жизнь, ничего и не происходит. Вы на сегодняшний день, как говорит эта карта, живете в грезах, просто в грезах. Но ваши мысли и ваши действия эти грезы не подтверждают. Вот вы хотите одного, а думаете и излучаете, и делаете как раз не то, что может помочь вам изменить ситуацию. По этой карте помощь извне вам на сегодняшний день, по крайней мере, не нужна. Вы сами себе можете помочь, изменив, что вы делаете и о чем вы думаете. Совместите ваши мечты, ваши грезы, ваши желания с тем, о чем вы именно думаете основное время суток. Потому что тут получается, что мечтаете вы, улыбаетесь вы очень мало времени. Все остальное время вы уделяете
отрицанию, все остальное время вы уделяете тому, что вы говорите себе, что вам это недоступно и что это невозможно. И вот именно в той ситуации, о которой вы подумали, когда я начинала расклад, помочь можете себе только вы, вам не нужна ничья помощь. Вы только, потому что никто не может вам помочь. В этой ситуации можете помочь только вы себе, именно поняв и решив, что же все-таки вы хотите делать в создавшейся ситуации и как же все-таки вы сами можете изменить эту ситуацию. Вот в данной ситуации, в которой которую вы загадали, все в ваших руках. Вторая позиция. Откуда может прийти помощь? А вот у вас помощь может прийти как от ваших детей, потому что это более молодое поколение. Это паж. Паж – это молодой мужчина или молодая женщина. Могут вам помочь в той ситуации, которую вы загадали. Ну, а также эта карта еще может говорить о том, что кроме помощи извне, кроме помощи от... Кстати, это не обязательно дети, это может быть кто-то младше вас, это может быть как кто-то из родных, близких, друзей, знакомых и коллег. Просто это мужчина или женщина, которые помладше, которые могут взглянуть на ситуацию, которая у вас сложилась, свежим взглядом и могут, мало того, что действительно физически помочь, могут еще вас правильно направить. Знаете, как говорят иногда, надо свежий взгляд на ситуацию, а не замыленный, потому что даже когда, вы знаете, когда делаешь определенную работу, особенно есть такие работы руками, ты когда все время смотришь вот на свое полотно действий, у тебя замыливается взгляд, ты можешь какие-то детали пропустить. Так вот тут то же самое, что может быть свежий взгляд. Ну а также еще могу сказать, что по этой карте помочь вам может приобретение уверенности в себе и доверия себе. Вы по какой-то причине не доверяете, вам кажется, кому-то или чему-то, но прежде всего вы не доверяете себе. И это было бы тоже здорово, этому было бы здорово научить себя доверию. И тогда тоже это поможет вам выйти из интересующей вас ситуации и решить интересующие вас вопросы. И третья позиция. Откуда придет помощь? Тут тоже есть, присутствует человек, и тоже молодой человек, мужчина или женщина. Просто это здесь, это если кто-то из ваших родных, близких, друзей или ваших детей стихия огня, то это стихия огня. Вот это молодой человек или молодая девушка стихия огня, а это молодой человек или молодая девушка стихии вода. Это кубки, это более чувственные люди. Вот тут просто тут более резкий человек, а здесь более чувственный человек. Я почему-то не обращалась именно к картам, как к картам двора. Может быть, тут вы узнаете именно человека, который может помочь вам в решении вашей задачи, помощи, которая вас интересует. А здесь более чувственный, потому что это стихия вода, больше эмоций у человека и больше чувственности, больше открытия у этого человека. Опять же, я говорю, это могут быть ваши дети, а также это может быть кто-то более младшего поколения. У меня друзья варьируют от... У меня есть и 25-летние друзья, и есть 70-летние друзья. Давайте так. Поэтому я для меня младше, старше это
только возраст. Но вот тут я хочу сказать, это кто-то более младшее поколение, но если это ваши дети, тут уже неважно, сколько им лет, они могут быть и постарше, и помладше, но именно кто-то из ваших детей могут помочь вам именно в той ситуации, которая у вас сложилась. Вот захотят или нет, это я тут вот по средней, по второй позиции могу сказать, что тут не могу быть полностью уверена, что дети помогут, а вот кто-то подальше из более младшего поколения, да, здесь могу сказать именно по этой карте из того, что я вижу, тут и от детей можно получить нужную вам помощь. Ну, а также эта карта еще говорит о том, что для того, чтобы пришла помощь, надо уметь просить. Особенно по третьей позиции могу сказать, что большинство из вас, кто загадал третью позицию, вы привыкли рассчитывать только на себя, вы более закрыты в себе и в своих переживаниях, в своих задачах и проблемах, и, соответственно, вы не показываете никому и не говорите никому о своих задачах, проблемах, вопросах. И, соответственно, не всегда можно решить все, рассчитывая только на себя. Опять же, не обязательно рассчитывать на кого-то в действиях, но когда мы ощущаем чью-то поддержку, очень часто это нам помогает. И вот это как раз третья позиция, это все об этом. Поэтому подумайте, решайте. Все равно, как всегда, я говорю, выбор, конечно, ваш, ну а вот откуда может прийти к вам помощь в интересующих вас вопросах и задачах.